друзья, а мы сейчас с вами находимся в Гоа, Индия, а конкретно это Южная Гоа. Деревушка называется Беталбати. А сейчас мы с вами сделаем обзорчик нашей виллы, где мы поселились. Вот в таких вот шикарных апартаментах. И сразу мы попадаем в такой вот длинный коридор. Кухня. Такая вот мини-плита, но ее предостаточно, ее хватает. Чайник, посуда, ложки, вилки, это все есть. Вода есть, холодильник, гостиную и обеденную зону. Вот такой вот просторный зал. Посмотрите, сколько здесь мебели. Телевизор есть, Wi-Fi здесь есть. Этот балкон ведет. Туалет. Два туалета. В одном из туалетов душ. Получается наша комната. Вот как она выглядит. Наш... И выход на балкон. Это первый, а вот это тоже наш балкон. Весь второй этаж получается наш. В каждой комнате получается есть балкон. Выход на балкон. Да. Порядка 700 рублей. На одного за сутки. Привет, ребята! А сейчас мы с вами пойдем попробуем поужинать в ресторане «Фишка», который находится недалеко от нашего дома. 37. Представляете, какая жара? С 7 до 7:15 ожидайте автобуса. Да, это точно. Картошка 40 рупий за килограмм. Помидоры вроде бы 60 рупий за килограмм. Зелененький домик. Мне кажется, он сейчас меня снесет. Частный дом, и внизу сделали просто ресторан. Я заказала свиные ребрышки на гриле. Они подаются вместе с картошкой и с овощами. Суп из морепродуктов. Боже мой, как это вкусно. Вкусно? У меня просто нет слов. Такие вот цветы мне Владимир преподнес. Пахнет очень вкусно. И в разрезе тоже посмотри. Прожарено все. Наверное, надо выключать камеру и кушать. Ну, это очень вкусно. Это очень вкусно. Сочное, мясо прожарено, оно не сухое, кстати. Покушали мы и накушали на 620 рупий. 520 рублей российских. А теперь посмотрите, нам принесли счет и принесли нам такую штуку. Ну, для такого ресторана я считаю, что это нормально. Что, ребята, всем рекомендую. Привет, друзья! А сейчас мы приехали в магазин в наш за хлебом. Вернее, приехали, тут перешли через дорогу. Стоит 65 рупий, это где-то около 50 рублей. 40 рублей стоит литр. Достать, давай посмотрим, что по цене, потому что мы хотим пиццу тоже сделать, попробовать. Вот, 30 рупий. 30 рупий, это где сколько примерно стоит? А яички получается где-то. С джемом он очень так это хорошо уходит. Есть Также наша. есть Мария. Такое печенье 40 рупий. Это вот такой литр, наверное, 300 рупий. Это получается где-то около 250 рублей. Также для Где-то торта 80 есть вам рублей. шоколадный сироп 95 рупий. Он очень вкусный, это обычный черный чай. 200 рупий. Это 910 грамм. А это уже получается 345. Стиральные порошки. Примерно столько. Полкилограмма. Тоже маленькие пакетики, 250 грамм, 55 рупий. С этой стороны, видите, помидоры. Картошка, кстати, 40 рупий. Лук. Смотрите, какой рис. Сейчас спросим. How much 1 кило? Варенье, хлеб, чипсы, пиво, мороженое. Это все. Так что, welcome to India. А мы с вами сейчас находимся в Колве. И заметьте, до Колвы мы доехали на велосипедах. Которые взяли в аренду. И мы добрались. Конечная станция Колвы. Отсюда можно добраться в Маргау. Этот пляж, конечно, очень
грязный. И тоже жарко. Не блещет, конечно, он чистотой, стоимость которой 60 рупий. Ребята, мы зашли вот в аптеку. Говорят, она хорошо помогает от ушибов, от воспаления, от всяких. Но всего стоит 40 рупий. Купили бананов. Бананы купили, мандарины, но мандарины здесь вот такие вот они, получается. Ну, все, вот это вот нам обошлось 290 рупий. Ребята, мы решили попробовать сладкие, очень-очень сладкие. Один сахар. Надо, чтобы организм ваш привык. Еда только появилась здесь. Во. Еда это только в Гоа. И то. Церковь реально белоснежная, очень красивая. За 2 килограмма 200 и стоим, ждем. И курица, петух нарисован. 2 килограмма курицы нам обошлось 750 рупий. Это примерно где-то, не знаю для чего это. Ну это кушать. Так вот, мы с вами прогулялись по Колве, постриглись, посмотрели пляж, посмотрели цены, купили фрукты, купили курицу. Ну и двигаемся домой. Получается, мы потратили 7. А мы сейчас с вами находимся в Колве, а конкретнее я стою возле парикмахерской, и мы сейчас пойдем в барбершоп индийский и сделаем Владимиру прическу. Ну а теперь Вова захотел еще и побриться. Я тебя сегодня заведу на массаж. Полчаса стоим, ноги замерили. Честно, интересно, а как он будет это все смывать? Вот этой вот тряпкой, которая руки сейчас натирает. Не надо морщиться. Он тебе только-только разгладил морщинки. Ребята, а для лучшего эффекта вы вообще накрыли полотенцем. Красавчик! Красавчик! Конечно, если честно, вид такой не очень. Ни одной морщинки нет. Он тебя обмазывал. Теперь он опять тебя ей обмазывает. Ребятки, все аккуратненько, все чистенько сделано. Ни одной антенки. И с массажем у нас. Тебе понравилось? Классный массаж был. Всем рекомендую. Привет, друзья! И мы приехали сюда. Зачем? Зачем мы приехали? И что И мы... сколько она по стоимости у вас? И это 850 рупа. Смотрите, какой наряд. Красиво. Мне нравится. Давай- Давайте 800. Ладно, до. Нет, два много. Ну, и мне не много. А 2 за 800? 100 грамм? Да, how much это получается? 190 футболу чай. 500 грамм. Вот герметично упакован, 500 грамм, 400. 400 рупий. Это 300. Нет, you want? 300. Одна? One? Ну, он уже дохлый, он Килограмм. не шевелится. 350 100. No, I give 500. You more, no? Хотим капусту взять, чтобы Можно сделать... сделать щи, кстати. А, вот и шампиньоны. А вот это здесь такие огурцы. Это ж о чем надо думать, когда ты их садишь. Взяли мы 2 бутылки пива. Но это не пиво, я не знаю, что это такое. Пакеты у них рассчитаны максимум на 2 бутылки. Или на 1 качан капусты. 500 грамм. 500 грамм 155. Ну, а я 250 у нас покупал. Купили мы 2 килограмма
бедрышек с голенью, микс, и взяли одну грудку. И за это, за все. Курицей мы затарились, креветками тоже. Идем ловить тук-тук. И ничего, что утро, вода просто замечательно. Пойдем с тобой нырять. Утро, но жара. Пляж, посмотрите, чистый, ухоженный. И у нас такой вот течет. Но попрыгать на волнах в удовольствие можно. Топорное молоко. С воды выходить просто не хочется. Да, в 12 они уже станут волны потише. Не зря они все время выставляют красные флаги. Собирала ракушки и обгорела. Молодец. Ребята, мы зашли святая святых. Это кухня. Промазывают каждую штучку. Джимми, ача? Да. Вот так вот лепешка. Вкусные. Картошечка. Вкусно. И вот такая рыбка. Сибас. Очень вкусно так. Ну еще вот немножко соли надо. Одни косточки остались. Давай сейчас в сумку заберем себе. Хорошо. Очень. Как-то так быстро оно ушло туда. Их так много. Пишите в комментариях, кому привезти. Посмотрите, вот так вот происходит в Индии вяление рыбы. Саша, это наш друг. Рубашку только приобрел. Стоимость 300 рупий. Для детей. Это такая. Такие очень нравятся рубашки. Райс? Райс? Вот так вот выглядит сельское хозяйство в Индии. Да, такое ночью повстречать так. Привели вот такой вот мы денек. Милости просим. Прокатимся до города Маргао. Даже не могу, душно очень. Очень душно. И очень много людей, очень много. Самое главное, чтобы автобус выдержал. Смотрите, какие вкусняшки продаются. И вот такие вот весы. Смотрите, здесь же чистят зубы. Какую красоту нарисовали прямо на земле. И вот такие вот заправки. И достаем денежку. Еще вот так вот можно снять в индийских банкоматах денежки. Вы видите, что индусы задействуют все свои части тела. Вот вошли в центральный парк. Что это такое? Можно даже посидеть. Посмотри, даже общественный туалет в парке есть. И здесь, как обычно, вы видите, люди спят прямо на земле. Еще вот стоят такие вот штуки, почтовые ящики. Вот апельсины. Апельсиновый рай. Мне нравится, как он поштучно считает, да? 32. 32. И вот так вот выглядит индийская почта. Возможно ли отправить посылку из Индии? И вот это такими... вот зазывалка такая, зазывалка кричит. Колва, 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 колва. Получается на двоих 50 рупий от Маргао за Колвы. Взяли тук-тук и двигаемся в наш Виталбати. Но пахнет очень вкусно. Да, да, Фай. Сейчас пойдем кушать. Пойдем готовить обед, жарить картошку с бедрышками. Ну и милости просим в Индию. Привет, ребята! А мы с вами решили прогуляться по Колве. И мы посетили местную аптеку. Катя хочет купить кокосовое масло. А вот это зачем? Индийский мед подарок. А, мед еще. Это дикие пчелы? Может быть, дневной вот этот попробовать? Возьми. О, это просто супер. Реклама, пошла реклама. Это реклама. У Вари попробуешь? Это самое. Тоже еще Катя бальзамы есть. Вот красный тигр и белый тигр.
Вот это от простуды, когда Да. закладывают Нам нос. еще угостили вот такими сосульками от кашля. Это сустава. Аж так пробирает. Классно. Спасибо. Джем 200 рупий. Катя, стой возле плиты. А Катя отдыхать приехала, да. А что это такое? Вот такое платье 800 рупий. Ну, Если вы пару раз поездите на скутере либо на велосипеде, то просто этому платью будет капец. ну, а это вот как это, рабыня А из сколько Загра. вот это будет стоить? Друзья, зашли мы в салон тату. И здесь вот такие вот кружки. Ну вот мы наконец добрались. Как, жарковато? Очень. Надо скутер. Ты согласна Может со быть. мной? Может быть. Привет. Привет, друзья! А мы с вами сегодня направляемся к самой большой статуе бога Шивы в мире. И мы поднимаемся вверх. Видим с правой стороны памятник. Вот такой вот храм. И насколько помню, что это вот надо его обойти 3 раза и ударить в колокольчик. Вот мы обошли вокруг статуи и выбрали место для строительства статуи вот на такой отвесной горе. Смотрите, какие красивые виды. Статуи находится музей, стилизованный под пещеру и оформленный по кругу большими диорамами. Первое, что видит турист в Мудурашваре – надвратную храмовую башню. Гапурам Мурудашвара – обладатель сразу 2 рекордов. Это и самый большой гапурам в мире, и самая высокая башня в Азии. Стоимость подъема на башню составляет 20 Рупий на одного рупий на одного человека. Это эти. Ну, интересно, в общем, интересно побывать, посмотреть. А также посмотрите, рядышком со статуей продается рыба, рыбный рынок. И мы проходим в ресторан. Только зашли мы черного хода почему-то. Греви? Yes. Chinese. Chinese. Yes. Туре. Здесь моется посуда. Здесь вот перебираются бобы. Вот такие штучки нам принесли. Сейчас мы их попробуем. И наслаждаемся острой пищей. Для Кати это Питаюсь слишком остро. Святым Духом. Но с едой только что, конечно, нам добираться было это где-то 3,5 часа, но это того стоило, ребятки. Привет, ребята, а мы сейчас с вами поучаствуем в рыбалке. Так, его вот так вот подтягивают. И что у нас с уловом? Скат маленький, да? Они его упускают. И собирают сеть. Да, еще один раз попробуют они закинуть сеть. Сложно, я представляю, как очень сложно на таких волнах просто. Да, ребятам глубоко, я вижу, плывут, даже пытаются плыть. Получается, те подтягивают, этих уносят в море. Что это такое? Краб. А, Пойдем отпустим. Чей-то хвост. Вот так прямо на берегу идет приготовление. Только медуз. Тоже какая-то вот непонятная живность. Завершился вылов рыбы. Улов удался. Вот это улов, это не то, что днем. вот это настоящие рыбаки. Настоящая морская звезда. Вот это нас рыбой угостили, ребята. Море, море рыба. Да. Шикарно, конечно, улов. Это скат, а вот это? Почина. Большая Акула. Да, что такое? Ребята, и вот так вот слаживают в ящик. Да, что-то напоминает нашу кефаль. И закончилась наша рыбалка, порыбачили. Все, пока-пока. Вышли из пляжа. И сейчас мы вам покажем
сколько занимает время до пляжа от нашего дома Бетал-Батима на велосипеде. Поехали. Это вот если по этой даль прямо ехать, то мы небольшой круг делаем. И вот такое озеро с лотосами. Тоже всякие, видите, индусы встречаются. Ну, здесь по большей части все зависит от человека, а не какой он национальности. С зелени с этой выскочит крокодил. Видите, вот кокосы. Я так понимаю, здесь делают масло кокосовое. Провода опасно. Вот видите, как натянуты. Улицы очень узкие. Если бы поширше, конечно, были дороги. Вот, видите, что две машины очень сложно разъехаться. Индусы вот паркуются. Там, где едут, там и паркуются. И мы выехали вот на дорогу, вот она ведет на Колву. Правила мало кто соблюдает. Сколько затратила наша дорога? Мы сняли всю трассу на видео от нашего дома и до моря. И мы выдвигаемся на своих транспортных средствах на пляж. Вот это змея. Подойди поближе, приблизь мне, пожалуйста. Смотрите, голову подняла. Смотрите. Моя рука, да? И смотрите, какие листы большие. Вот мы расположились. Мы же в Индии. Если вы не были в раю, то вам сюда. Робинзона Круза. Похож. А вот моя пятница пришла. И мы тогда в этой лужице Да, пелискаемся. как бегемотики. Ну как тебе? Какие хочешь домой? Как выглядит рыбацкая лодка? Сколько ребята вытащат рыбы? Перекусить картошкой фри. Как тебе? Нет, дома у меня только один. Куда хочется всегда вернуться. Видите, что делает голод? Голод не тетка. Но зато то, что надо, видно. А вот это вот дама у меня. Смотрите, какая дама у меня лежит. Вот такое вот у нас развлечение на пляже. Когда же до меня море дойдет и смоет все мои грехи? Хорошо себя там чувствуешь? Отлично. Здесь прохладно. Восстание мумии начинается. И вот так вот мы, ребята, провели сегодняшний день. А у нас сегодня свадьба. Очень хочется посмотреть на эту красоту. Это для женщины, это для мужчины. Ну, по традиции стараются все на берегу моря. Да. Черненькие и беленькие. Вот такого слона выложили из риса. Ребята, мы с вами поучаствовали в настоящей индийской свадебной церемонии. До новых встреч! Вот она так вот готовится, там видите, хвостик ее торчит. Как тебе супчик? Вкусный. И прикол.
Куда бегает, а, шайтан? Анаконда. Самое интересное, что вкус один в один, как курятина. Курица, натуральная курица. Так что мясо акулы — это цыпленок кабака, можно сказать. Решили мы, ой, Ласи. Простыми словами, это кефир. Андрею подарили ананас. Приятно, правда? Привет, друзья! А мы с вами в Индии. А именно мы на Гоа, пляж Битал-Батим. Улов сегодня тоже удался. Рыба валяется везде по берегу. Смотрите, это вот, ребята, мы наловили рыбки. Рыбу клюют птицы, рыбаки не успевают. Только процентов 60 они, наверное, просто-напросто возьмут, а 40 просто это пропадет. Сегодня мы берем байк на пляже. А здесь можно сорвать банан, Экзотические фрукты. папайю. Так, вот еще с правой стороны такой овощной ларочек. Сейчас зайдем. Где-то до 4 у них сиеста, они закрываются. Здесь они не пустят на территорию, а в Египте сами могут по себе, как говорится, напасть. И тем более мы вчера вроде сторговались, да, 300 рупий за сутки за байк. Это... Ребята, посмотрите, с чего начинается Серега, утро. возьми рюмочку. Нормально, нормальный шалаш вы используете под мусор. Мусора как А сами камасутра. спите под этим. Ну как я бухаю, все нормально, работает, все. Вот нормально. Работа идет. Ладно. И вот бухаю. за знакомство. Дай Бог, все семье будет хорошо. Спасибо. И тебя все. Где люди, да? Все ушла тюрьма. Ну, чтоб не последнюю. Да. Не, с утра выпил, и все, и больше, и целый день свободный. Тоже как-то плохо заводится. Опыта вождения нету, лучше взять на сутки, попробовать, как он себя поведет. Самое главное, у водителя должен быть шлем. Да, какие документы, права просто не смотрел. Катя осваивает скутер. И немножечко-то стрёмненько мне. Не работает. И нелегко дается учеба на байке. Вы видите, какой вид у него? Ребята, от вас лайк, колокольчик и подписка. Ну и до встречи в следующем видео. Привет, друзья! Привет всем! А мы с вами сейчас прогуляемся по пляжу Маджорда. Сделали такие вот мостики, чтобы можно было удобно ходить. Рома Пушкин. Я буду вам сейчас читать стихи Александра Сергеевича Пушкина. Я помню чудное мгновение. Тоже водное развлечение есть. Мотоциклы, катера, таблетка вон лежит, банан я вижу. Масал 1 час полбоди 1000 рупий. 1000 рупий. 1800. Меня нету, тебя нету. 1800. 1800. Давай сядися, брат. Говорят, что 15 штук 450 рублей. 450 рублей. 350 рублей креветки. Да. Все такие прикольные, да? Да. Ой, песок горячий. Каждые пляжи хороши по-своему. Ну и мы двигаемся дальше. Посещение с нашими индийскими друзьями ресторана. Ну вот тут тоже большой выбор этих сумочек разных всяких. Смысла нету в Гоа везти, потому что здесь можно купить намного дешевле. Белый ром, очень вкусный, для девочек особенно. Сакар-Кинара, вот мы пришли в этот ресторан. Пока не знаю, потому что я пока еду-то не заказала. Вова. Вова. Катя. У меня папа есть Гоа. Джон, папа есть Гоа.
Бабушка Гоа. Бабушка русская. Катя, скажи, пожалуйста, что мы заказали? Сейчас точно спою. Давайте выпьем за дружбу народов. Индия, Белоруссия, Россия. Ну и привет от наших друзей из Германии. Как у нас говорят, до дна. Принесли наш заказ. Вот да. Вилки не нужны. Сыр, ласи, no spicy и no pepper. Ну что, споем? А я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять. На нем погоны золотые. Может, потанцуем? Встреча удалась? Да. Так, помидоров не хватит. Граниту сделать. Все, выходим. Терку. Ну, все тогда, бай-бай. Все, бай-бай. Первый раз нас остановила полиция на скутере. Да, магазин, конечно, шикарный. И все вот это обошлось нам 409 рупий. Это где-то примерно... Все, ребята. Ой. Заводимся и едем. И мы с вами сегодня отправляемся исследовать пляж Палалем. Один из красивейших пляжей. От Мургау до Палалема ехать 30 километров. Такая завышенная. Если вы захотите, допустим, покушать побюджетней, то лучше в байдарке, допустим, покататься. Около 300 рупий. Пассаж здесь вам будут предлагать за 1500, за 1800, за 2000 рупий. Так что не переплачивайте. Rent room how much? 2000. Вот этот номер вам обойдется 1500. Смотрите, кондишена нету, но есть вентилятор. Отель Брендон, который с выходом прямо с видом на вот такая вот комната. А вот такие домики, которые на первом этаже, обойдутся 3200. Да, ребята, если вы боитесь живности, ящериц, это все отели и рестораны при них. Ну вот, отправляется лодочка, вы видите, но люди оттуда уже ушли. Кстати, вы можете повстречать обезьян здесь. One person 200 рупий. 200 рупий. Немножко опасно. Ну, видите, какая красота. И это вот есть пляж Палалем. Ну, поди, моя королева, что я буду делать без тебя? И обратно, опять же, на автобусе вам будет такой дискомфорт в час. I'm sorry. Want how much? Катя ждет автобуса, а я зашел во дворики и покажу вам обратную сторону пляжа Палалем. Так, ну вот, подошел наш автобус. Ну и до новых встреч. Отель называется Ла Алегра. Проходим. Это ресепшн. Один месяц получается 100 рупий. Наме? Гулю. Растут кокосы, папайи. И заходим в номер. Видим. Кофе это все уже включено. Сахар тоже есть. Кофе, чай. Так что вода горячая будет, если будет свет. Ну. Так, я так понимаю, это вот хозяйка этого всего дома. Представляю, как пираты на кораблях. Выложен плиткой, двери. Ну, есть верхом, видите, можно свои замочки вешать. Здесь уже сантехника немножко попроще. Цена на комнаты составляет 3000 рупий. Ну, это рядом пляж, самый крутой пляж. И смотрим комнату. Эта комната уже с одной большой двухспальной кровати. Получается буквально 10 метров до поворота на пляж Палалем. И пляж Палалем вот впереди там. А мы сегодня с вами отправляемся в Старая Гоа. Просто великолепно. Кстати, очень классный автобус. В Индии выгодно своим ходом. Намного выгодно. Автостанция Панаджа. Пришел наш бородатый водитель. Обитал Батима и до Старого Гоа. Составляет 80 рупий. Генерал-губернатор переехал, как можно сказать, бежал от болезни. Серебряный гроб с телом святого украшают драгоценные камни и бронзовые пластины. Иду по старой
по старому мосту или паромной переправе. Как отправляется паром на тот берег. Не думаю, что тут может быть крокодилы, хотя Кто его знает? вполне возможно. Здорово, очень чисто, очень ухоженно, очень зелено, очень много разных цветов. Въездные ворота наместника великих моголов. Когда-то омывались морем, потому что вот видны ракушки. Ческие в 2 раза завышено, ну и мороженое в 2 раза занижено такое. Кобра. 100? Да, Джавпур. И вот мы находимся в самом внутри. Ой, очень жарко уже. Да, потому что с экскурсией вы ходите, там в основном только посещаете 3 церкви, а мы в основном, вот видите, ходим по всяким разрушенным зданиям. Заходи! Мне надо записать. Вот такая небольшая. Вот, уже исправим. Так что, если у вас нет времени, подписывайтесь на канал Мир путешествий и отдыха Вова и Катя и смотрите, пожалуйста, наши видео. Пока-пока. Доброе утро всем. У нас 7 часов утра и у нас завтрак. А сейчас, ребята, мы с вами проедем от нашего дома на байке. Тише. А у нас сегодня прощальный ужин. Ну, давайте выпьем, друзья, за удачное наше путешествие, удачное ваше отправление, удачное, что незабываемое путешествие, особенно вот понравилось. Вот мне интересно, вот что для вас было самым запоминающим? Самое главное — это люди. В доме ничего нет, а они предлагают чай. Поразило другое. Мы в Дели много раз были. С одного города в другой город, да, конечно, для себя там что-то оставляешь. Мы вас можем лишь пригласить снова, если вдруг вы захотите. Ну, за путешествие. Да. Все, уезжают наши друзья. Прощание. Интересно, как наш Джигурда. Джигурда. Давай на связи. Все, счастливо вам доехать, самое главное. Тяжело расставаться, когда... Конечно, скучно. Да. Все. До встречи в следующем видео. Доброе утро. Так, вот так мы жарим тосты. Скажи правду, завтрак с меня. Днем где-то будет плюс 33, плюс 37. Катя, ты меня прибьешь, да? Интернет слетает, реально слетает. Может, есть где мясо? Свинина продается в Беталбатиме? Маргау. Кстати, друзья, вот недалеко от нас продается выпечка. Рыба продается, мяса нету. Какие-то, смотрите, плоские, таких даже не видел. How much? 200, да? Ребята, такая жесть, честно говоря, готовить. Еще решили пожарить макарошек с яичками. И вот такой у нас получился завтрак. А выдвигаемся мы на пляж. Будут готовить сегодня шаурму по-индийски. Ну, пиццу же ты уже делала, нормально. Но сегодня нам опять придется идти в ресторан. Просто не, ну когда это вы для здесь индийских. уже поживете, Да. вот, тогда уже как-то для вас это покажется дорого, потому что... А топор под подушку положила. Хочу сказать, что нас уже останавливала полиция. Права у меня... Что касается бензин, по-моему, на заправке он около 90 рупий. Так продают. Такси на Дубровку вызывали. А то их не подловить. Утром приходишь, а не вечером. 24 часа работает. Да? Сейчас будет лямка, и посмотрите, какие волны. О, Катя немного накрыла. Какие могут советы по загару? Да, мы лежим прямо на песке. Во-первых, вы сгорите. А мы сейчас как бы чернеем до конца. Вот так.
проходит наше утро, от вас лайк, колокольчик и подписка. Напоминает что-то такое, как бурлаки на Волге. Надо же что-то кушать в Индии. Так что работаем. Работаем, ребята. С капитаном отловили рыбу. Так что в Индии можно тоже работать. Смотрите, какой у нас сегодня улов. Не сказать, конечно, что большой. Ну а мы пошли жарить нашу рыбу. Так что всех мы ждем в Индию и на ужин. Пока-пока. А сегодняшнее наше видео необычное. У нас немножко случилось несчастье, вернее у меня. В ухо, в общем, и болит. Так, ну что, ладно. пойдем лечить себя. Отвлеклись. Идем в медпункт. В Индию одежды и обуви много не берите. А мы думали, мы сейчас придем, нам пробку достанут или вычистить его и все. Слышишь что-нибудь? Да я вообще не слышу. Ну, мы связались со страховым полисом по телефону. Сельская больница, что ли. Вот так она выглядит в Индии. И еще один шприц. Ой, и ничего не происходит. Он смотрит, а оттуда ничего не вытекает у него. Ну, я так понимаю, мог бы сразу почистить. Ну, растягивают, наверное, чтобы денег взять. А в поисках доктора мы идем с нашим другом Александром. Здесь практически приобрести можно все. Реально все. Сейчас время 2 часа. И сколько мы уже объехали. Это самый... Да, самый лучший доктор во всем Маргау. Ну и вот, закончились наши мучения с ушами. Поэтому будем сейчас прощаться, поедем домой. Все, ребята, пока-пока. Привет, ребята. А сегодня мы решили вечером проехать по Кове. Смотрите, ребята, сколько орехов. Скрытая Смотрите, большая банка 225. 225. 225. Какая вот коробочка? 200 рублей. А в коробочке грамм 200, наверное. Это мед и орехи. Ну, такая смесь такая хорошая. 250 рупий. Все-таки купили мы халву. Пройдем в аптеку. Блин, обалдеть. Крем $1. Ё-моё. От черных точек. Такая кожа, потом такая мягкая, мягкая, нежная. Говорю, крем для тела. Запах просто ароматный. Храм наносите. Ожоги. Раны, да, порезы. 169 рупий. Ребятки, а я сегодня отдала 200 рупий за 300 грамм. Это вот что такая штучка, как наша звездочка. Такой бальзам. Еще удивляет, что мазь, которую можно кушать при гастритах, изжогах, порезах, ранах. Ладно, пойдем еще чайку купим и поедем домой, наверное. Чтобы он крепкий был, крупнолистовой и крепкий. А сам хороший чай? Шафран хороший. Ну, шафран более для меня, да. 3 вида чая. Мы отдаем 550 рупий. Все, ребята, от вас лайк, колокольчик и подписка. Пока-пока. Пока. Вот такое вот у нас приключилась беда, так сказать. Посмотрите, какая у нас красная спина. Сейчас вот так вот Это сделаем. последствия поцелуя медузы. Это так ужалила медуза. Самое интересное, плавал на спине, я ее видел, она тахнула меня в спину, и мы стукнулись. Ну, она, понятное дело, что защищалась. Боль сразу вы не представляете, сейчас уже прошел где-то час. Но самое главное, что нельзя промывать пресной водой. Мы там полили соком лаймом, немножко полегчало, я на скутере кое-как доехал до дома. Вот что-то не так, недомогание, тошнота, рвота, то сразу в первую очередь обращайтесь к врачу. В шторм или перед штормом, после шторма то же самое. Лучше, когда спокойное море. Так что, ребята, будьте осторожны. А сегодня мы с вами посетим город Маргау, Канди Маркет. Остановки здесь автобусы ходят часто, очень часто. Ну, вкусняшек тоже хватает. Вот кексики даже. А где вы выращиваете? Где они растут? Карнатака. А, в Карнатаке? Цветов. Их прямо продают на развес. Мне Это 1500. 1500 шелковый шарф вот такой. Это колбаса. Пеппер. И пеппер, и пеппер. О. О, на воду сразу. Пробуем. $250. $250. Мы
Сколько перца. Это реально красный перец. Пили. Смотрите, ребята, как проходит ритуал. Я для себя уже выбрала, купила. Теперь Владимир. Ладно. 270. Видите, здесь помогают мерить. Видите, как принято у них дарить? Сразу такой подставочкой. Печени. Печень полкилограмма. Полкилограмма. И вот И такого полкилограмма вот мяса. Ура, мы нашли свеклу. Так вот решили купить вот такую ткань. Это Берем, не потом- штора, это декор. Декор к нашим шторам. Да, ребята, торгуйтесь, потому что вы видите, мы сначала подошли. Да, вы видите, что я подхожу к таким вот рюшечкам. Я их очень сильно люблю, я их просто обожаю. А это получается, я не знаю, что это, дубинка, говорят, называют дубинка. Антонио, Вова, Катя. Ну и встретимся в следующем видео. Поедем мы домой. Да, так что все, Все, пока-пока. пока-пока. Здесь вот что мне нравится в Индии, что здесь люди, ну, просто сама доброта. У них все хорошо, ребята, реально у них все хорошо, в отличие от нас. В Биталбатиме тоже есть барбершоп. Вообще честно. Итак, начинается у нас процедура. А в конце это типа массаж. Если не сказать, что это кайф, то вообще ничего не сказать. Мне еще, Это правда, круто. не знаю, что... Ой, опять еще какая-то машинка. Обязательно вам советую эту парикмахерскую, и я сейчас напишу отзыв. Прогуляемся сейчас по Биталбатиму. И булочки, вот такие вот булочки, 5 рупий. А вот от этих, как их называют, от москитов я здесь видел. Ну да, изюм-бомба. В булке классно. То ли 15 рупий. Посмотрите, зато у них маленькая. У них все маленькое. Вот маленькие пачки, они чем меньше, тем дороже. 50 рупий. Кетчуп вот этот пробовали. Сок, да, натуральный, чтобы уже не стоять. 105 рупий. One? One? Two zero. 20. Wash. Помыть банкомат. Борода. У нас здесь, смотрите, какая курочка. Но, боже мой, но там вот мусор, там разруха. Посмотри, какие платья висят. Ну, здесь, я так понимаю, пошив платьев шьют мужчины. И вот такие вот платья. Показывают фото и по фото. Да, такие детские игрушки. Я здесь тоже уже заходил. Катя, смотрите, ребята, я немного зарос. Уже месяц прошел, как я стригся в Колве. Магазинчик с канцтоварами. Ну, здесь не только канцтовары. Здесь ксерокс, факс. Приобрести симку. Но мы, конечно, не здесь покупали. Магазинчик продуктовый. Тоже вкусняшек, сладостей индийских. Но это тоже на любителя, потому что они своеобразные. Только Так, здесь Катя я не будет вижу, покупать. я не вижу здесь стоимости. Крабы, которые мы видим И которых на мы пляже. вылавливали, Да. да. А на самом деле, посмотрите, какая она красивая, какая она шикарная. Если пустят зайти, вам снять нашу церковь, очень поражает своей сплоченностью. Не знаю, как в больших городах. Листья желтые, шуршат. Ну, а мы будем заканчивать это видео. Встретимся Уже в завтра. следующем с вами видео. Да, Так что пока-пока. пока-пока всем. А мы с вами прогуливаемся по пляжу и дошли до пляжа Колвы. Сейчас мы его покажем. Пройти, показать, как живут рыбаки или местные жители. Газовый баллон, холодильник и здесь же как бы спальня. И как бы не понравился, а он нам просто не понравился. Да,
сколько мертвой рыбы валяется. Да, вот так проходит рыбалка. Назвать срач, просто срач. Вся эта дрянь окажется в море. А посмотрите, какое пятно, бензин или соляра. Вы видите, как это все делается. И все выбрасывают в море. Чем меньше деревня, тем меньше рыбацких лодок, тем меньше мусора. И комфортнее вам будет отдыхать. Плавать по большей части никто не умеет. Ну, вы сами видите пляж. Наловил вот целую корзинку рыбы. Так, ну вот, друзья, мы с вами прогулялись по пляжу Колвы, показали плюсы и минусы этого пляжа. И скажите, пожалуйста, в восторге ли вы от этого пляжа? Покажем номера, инфраструктуру отеля, что здесь есть. Так, сейчас вкратце скажу, сколько стоит массаж. Вот такие цены в массажном салоне, или, как говорится, в этом спа. Сам отель, конечно, утопает в зелени. Так, вот менеджер наш. Проходим самый дешевый номер. Чаи есть, чайник есть, вода тоже дается. Даже вот смотрите, и орешки тоже выставляют. То есть, если все курят, если никто против не имеет, то пожалуйста. Есть балкон. Сейф новый. Круто. Вот такой вот бассейн. Шикарный бассейн. Кстати, посмотрите, по периметру ведется видеонаблюдение. Пойдем посмотрим. На свежем воздухе то же самое. Принять душ. И еще тоже немаловажная деталь. 1500 рупий. Это в пределах около $50. Здесь детская площадка. Если вы чартер-обититель, завтрак включен, но в стиле как бы грот сделан каменный, я даже его сразу не заметил. Здесь же можно в бассейн прямо и посидеть. Живая музыка, да? Живая музыка, да. Караоке сегодня вот будет караоке. У нас очень хороший европейский, континентальный. Смотрите, ребята, если кто не видел, как растут ананасы. От вас, ребята, лайк, колокольчик и подписка. Ну а мы вас ждем в Индии. Остановились мы возле вот такой вот прекраснейшей виллы. И снимем для вас, покажем обзор этой виллы. Заходим сразу вот такой вот. Стены выкрашены в желтый цвет. Это мечта любой девочки. Ну, конечно, кухня это вообще, это что-то с чем-то. Очень классные цвета. 50 тысяч рупий полностью ваш будет целый этаж. Попадаем в вот такой вот большой холл. Там, где вы можете покачаться. Это вот одна комната. Так, вот на втором этаже здесь получается 3 таких комнаты. Ну а чтобы посмотреть все про Гоа, про жизнь, обязательно заходите на канал Мир путешествий и отдыха Вова и Катя. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и жмите колокольчик. А куда мы едем? Даже и не знаем. Просто катаемся. Короче, ехали, увидели какую-то вывеску, ресторан Бич, думаем, дай свернем. Ну, свернули, кстати, попали в точку. На мапсе называется Сернабатим. На самом деле, это следующий пляж, я посмотрел по карте, после Колвы. Ну, пляж, я так понимаю, небольшой. Здесь, одним словом, пляжи кругом. И слева, и справа, здесь все побережье. Просто что подразумевается под пляжами, там, где есть кое-какая инфраструктура. Это отели, ресторанчики, лежаки. Вход пологий в море, удобный. Но сегодня все в дымке, видите, все в дымке. Кто желает бананы? А мы, друзья, остановились вот так вот. Просто взяли и остановились, увидели вот бананы. А еще смотрите, друзья, на той стороне какой лес красивый. И это вот вдалеке, это одно дерево, потому что корни, они спускаются вниз к земле и образуют дополнительный ствол. Это мы вот так вот ездим, катаемся, пляжи вам показываем и снимаем вам вот такую вот красоту. А следующий наш пляж называется Бенаулим. Большая стоянка. Возможно, что тоже может быть не очень чисто, но сейчас пройдем посмотрим. Пляж довольно-таки большой. Такого мусора
Я здесь не наблюдаю. Смотрите, как затаскивают лодку на берег. Заход в море пологий. Как тебе, Катюша, пляж? Бросить свои кости и поваляться. Шейков много, очень много. Остановились в маркете водички взять. Берем. Ну, кола здесь 40 рупий. За все 140 рупий. Это примерно где-то около $1.20. Очень жарко, если вы видите. Охлаждаемся мороженым. Вот таким. Сейчас мы перекусим и двигаемся, ребята, дальше. Подъезжая к очередному пляжу, посмотрите, ребята, вдоль дороги, сколько лежит рыбы, сушится. Проезжая мимо города Варки к пляжу. Так, смотрите, нашли терку. Себе захотели картошечки, драничков. Вот такую, наверное, возьмем. Это что? Это тростниковый сок? Очень жарко. Удаляет жажду. Здорово. Все, ребятки, немножко прогулялись мы по рынку и двигаемся дальше, потому что очень жарко становится. Прибыли на очередной пляж. Называется он Варка. Или Мусорка. Канал, одним словом, канал с крокодилами. Блин, мы по таким джунглям лазим, знаешь, надо быть готовым ко всему. А движухи, как на предыдущем, такой вроде и нету. А те, которые живут здесь, они не ходят на пляж. Ну, кстати, и песок мельче и белее, да, какой-то? Ну и чисто. Очень чисто, очень чисто. На всех пляжах, на которых я была, они мне все нравились, кроме одного. Белое мясо, и определяешься, отечественник он тебе либо нет. Есть зоны, где пропадает интернет, начинает подтупливать, и можно немножко поблудить. Посмотри, какая пальма. Какая пальма. Нет, кто-то тоже на дерево залез и не вернулся. Это хороший знак. Значит, есть цивилизация. Бля, ребята, хотелось бы туда зайти, в эти джунгли, вам снять. Но тут очень страшно, потому что, возможно, будут змеи. И Катя побежала, подумала, что это крокодил. Берег тоже разный, потому что там, здесь более крутой, там был более пологий, впереди более пологий. Бесплатный Wi-Fi, Байк. соки, фреш, джусы, муа. Пойдем? Ну пойдем. Ну а мы, друзья, столько проехавшись, решили искупаться. Вернее, я решила, Катя. И никто не укусил. Ура! Будем еще для вас исследовать Индию и показывать самые красивые, лучшие и худшие места Индии. Так, а мы с вами сейчас находимся на пляже Фатрейд. Вот так он выглядит. Не очень, конечно, здесь чисто. И не вижу уборщиков, которые бы убирали. И видно, что вот ночью море было неспокойное, выбросило водоросли. Вход на пляж пологий. Детям будет удобно. Волн меньше, чем на нашем пляже Беталбатим. Вернее, они меньше, а они не такие высокие. У нас там до 2 метров достигают, а здесь такие вот накаты небольшие. Так что попрыгать здесь как бы не удастся, но зато поплавать будет удобно. Впереди у нас гостиница, кафе, по-моему, у Саши. Дальше у нас пляж Кармона. Название пляжей в основном оно идет от деревушек, которые расположены рядышком. Немножко опять мы блуданули. Все утопает в цветах. На мусорке, но в цветах. И, кстати, такая информация. Пляж называется Залор. Но могу вам сказать, что здесь нет индусов-туристов. Здесь в основном наши соотечественники. Спасатели дежурят. По спасателям вообще вопросов нету. Водорослей очень большое количество. Тоже это, наверное,
Но в отличие от флотрейда, вижу уборщика, убирает. Катя решила испробовать водичку. Ты ее на тепло или на вкус? Вода теплая, но я такую воду не люблю, потому что она грязная. Очень много там этих вот этой травы плавает. Да, ребята, будьте осторожны по медузам, смотрите, чтобы море было спокойное, не было штормового ничего. Может, пока раскачается, но тот пляж, флотрейд, он, по-моему, поменьше. Вернее, там меньше людей. Там было 6 человек, а здесь вот тот шейк заполнен, смотрю. Этот, видите, в море наши соотечественники тоже есть. Поедем. Доехав до Кавелосима, Катя увидела сарафаны и не удержалась. А сколько такая рубашка? 300 рублей. 300 рупий. Ребята, вот такая рубашка, как у меня, 300 рупий. Так что, делаем выводы, ребята. Одежду сюда смысла нету брать. Он как-то высоко. Но они, Да, наверное, какой носят. надо, так будет. Ну, индусы пытаются втюхать. Даже маленькие. Только купите. Скидки сделаем, все сделаем. Так что, друзья, вот в Кавелосиме остановились в чайном доме. Сейчас спросим цены. Это крупнолистовой, да? Крупнолистовой, да. Ну, в принципе, нормальная цена. Нормальная цена. Там 450 начально. Сколько, честно? Нет, это дорого. Почем? Не, ну это максимум 400. 500. Мадам за 400 не хочет брать, а вы говорите 450. Бери 400 давай. Так она Надо удачи не хочет за 400 брать, а вы... Дорого? Да. Ладно, 350 и Давай, забирай. бери. Удачи. 350. Договорились? 350. У нас как за традицию пошло, что в каждой деревушке или в каждой такой большой деревне мы что-то приобретаем, покупаем. Ты заметила? И топик одеваешь, получается. Так вот, да. складочку делаешь. И еще под него такой какой топик, не топик, да. или как он называется. Ну, в центре в центре Индии можно купить сари намного дешевле, чем на туристической зоне. Смотри, маленький 45 рупий. Вчера покупали в Маргау 60, да? А большой 125. Два маленьких купи 90. Логики вообще нету. Раз это, ребята, вот такой сыр тоже едим здесь, очень вкусно, но мы покупаем большими пачками, а он здесь почему-то рассыпной. Вот такая вот пачка уже килограммовая. второй месяц, ребята. Она там вообще немножко сыпет. Ну это для ручной стирки, а для ручной стирки оно всегда пенится. Всегда, да? Ну скажи, вот Кэдл Шалдер сколько, чуть выговорил, сколько стоит? 225. 225, это 180 порядка... миллилитров. Да я вижу, они сколько в море не плескаются, да? Выходят, как зашли с красными губами, так они и вышли с красными. Помада, да, 150 рупий, получается 400 рупий. Вот такое белое вино. Вот наша водка Абсолют. И общая 200 рупий. 200 рупий получается. Подъехали мы в начало пляжа Кавелосим. Снимаем сразу кроксы. Ребята, я, кстати, в кроксах. Мы... О, посмотрите, это на что наш котик похож. На солнце находимся 8 часов. То я здесь 2-3 месяца пила. И спала на пляже, да? Песок, слышите? Уже водоросли не убирали, а здесь уборка уже прошла. Хорошо, уборка спасибо. прошла. На парашюте можно полетать. Сейчас, если кого-нибудь встретим из этих, уточним цену. 1500 рупий покататься на... Ну, они только-только вот залетели. Да, ну да, это 2-3 минуты. Ой, так они просто прицепляют вон одними этими вот штуками. Вдвоем 10 минут, это 3000. То же самое. И посмотрите, палатка раз, палатка 2. Самый пик солнца с 12 до 3. Мы немножко прервемся, потому что мы пойдем купаться. Знаете, такое ощущение, что в воде прямо даже жарко было, вот реально. Так что вот такой вот пляж, друзья, Кавелосим. Ну, этот заслуживает по 5-бальной системе 5. Привет, друзья! А наше путешествие еще не заканчивается. Что на нас напали собаки. Да, посмотрите, в какую мы чащу заехали. Мы пробираемся вот по таким джунглям, ребят. Потому что змей, ребята, здесь вы не представляете. Сюда вообще, я так понимаю, туристов вообще никаких нету. Друзья, смотрите, куда мы вышли. Необитаемый, здесь никого. Здесь волны красивые.
какие идут перекаты. Думал, ребята, мы здесь единственные, а мы здесь не единственные. Мало того, что есть вон какие-то черные копатели. Смотрите, как красиво перекаты идут по морю. Да, можно сказать, это уже самая южная точка Гоа. Это вот река, которая впадает в море. Такой вот дикий пляж, дикий мыс. Сюда трудно очень доехать, дороги нету. То идти можно очень далеко. Это такое блаженство. Все, друзья, пока-пока. Пока. Прибыли мы на очередной пляж Торда. Название такое, да, интересное? Да, интересное название у них всегда интересно. Если вы не узнали Катю, это она. 2 отеля, 1 ресорт Дон Педро. Да, плюс вот что в этих дорожках. Дорожки для чего? Видим Васко да Гама. Грабельки лежат, значит уборка идет. Вот. Настолько белое повесили, что просто режет глаз. Что по морю, по берегу, да. Небольшой пляж у Торда. Вещи, одежда, больница, школа, кружки. Все это здесь тоже есть. Ну и пляжи здесь, конечно, есть крутые. Держим путь на следующий пляж. Мы подъехали к пляжу. Так, ну вот мы зашли на пляж Арасим. Так, что тут мы наблюдаем? Шейк 1. Там вон вдалеке есть еще один шейк. То вполне возможно, что будут места заняты. Это самый маленький пляж. Пляж, да, пляж чистый. И самое интересное, что водорослей здесь нету. Хоть он и маленький, но он реально суперский. То есть классные будут фото для Инстаграм, но он и хорошенький, да? Представляю все это наслаждение, когда ты нагреешься на солнце. Катя рассказывает про себя. -1, что один шейк, мало шезлонгов. 4 хорошую можно поставить, можно даже с плюсом. Палалем красивый, Кова ужасный. Ну, это наша точка зрения, вам уже делать вывод. Приехали мы к самому северному пляжу Южного Гоа. Это пляж Вальсао-Бич. Смотровая площадка выстроена такая интересная. Один только шейк. Соответственно, и мусорить-то особо некому. Освежимся, наверное, потому что уже... Вы только не пугайтесь. Есть один минус на этом пляже Вальсао. Серьезные ямки, можно сказать. И ногу подвернуть. Надо быть осторожным. Так что имейте в виду. Или они не берутся ответственность за то, что будут спасать. Минусовый, трэшевый такой пляж. Ну вот, друзья, показали мы вам все пляжи Южного Гоа. Да, ну и от вас, конечно, лайк, колокольчик и подписка. Пока-пока. Пока-пока. Мы увидели больших самов в нашей речке. Сходили, взяли удочку. Они дали нам такую вот самодельную удочку. Но они такие здесь здоровые. Вот они, видишь, сожрали. Боже мой. Он очень большой. Ребята, первый. Ребята, посмотрите. Вытащил. Ух ты, черт. Очередного. Не зря я сходил на рыбалку. Соломинка. Нитка, соломинка, камень и крючок. Но у крючка даже нету. Вот зацепа нету даже, блин. Так, друзья, третий сомик попался. Друзья, что и руки затряслись, все. Жахнул, ну не менее 3 килограмм под 5. Но не смог я вытащить. Коленку расхватил, прыгнул на него, но выскочил. Так, ребята, смотрите, очередного. Так, друзья, смотрите, вот такой вот наш улов. Так, ребята, вот я выяснил, что это по нашим усом, по-индийски тигур, а так это как catfish. Catfish. Привет, друзья! А наши путешествия продолжаются. Отправляемся, у нас уже новый байк. Подъезжает мой водитель. По парковке. Парковка находится прямо на Bus Station Маргао. Так, выписывает квитанцию. Даем 120 рупий. Кондуктора созывалы, они кричат название станции конечной. Вот гуляем, там недалеко находится с правой стороны рынок. Так что всегда проходите внутрь рынка. В начале цены намного завышены. How much 1 кило ананас? Кило 50 rupees. Так, Катя вот покупает апельсины.
подшутил. Ты видела ли выражение лица? А money, no money, what? Тогда давай доллар, да? Или они видят туристов и сразу цены завышают? Такой веник, а? Ну, веник это такой вот хороший, мне тоже нравится. Да, обалденно. Представляете, сколько здесь труда. Самое интересное, что это все делают мужчины. Мастер-класс, Кати. Итак? Да, и здесь можно и торговаться можно везде. И смотрите, королевские Солнышко креветки. зашло. 400 рупий. I am from Paulo Travels, not from PSR. Мы We just help you to stand over there. Здесь. Мы тикет давали. Listen to me. Такого я просто даже не ожидал. Я понимал, что в Индии, как говорится, все так похуистов, все так это. Да, это мы еще. Собрался и поехал домой, и возвратить билеты мы их возвратим. Ну ладно, все. От вас лайк, колокольчик и подписка за наше несостоявшееся путешествие. Ну, а мы встретимся в следующем видео, ребята. Всего пока-пока. Сейчас мы вот вышли погулять по пляжу, смотреть, как садится солнце в новом платье индийском. Нет, Зай, я хочу, чтобы ты взял сумочку. Я хочу босиком, я хочу покружиться. Классно. Обалденно, очень красиво. Напомню, мы находимся на Беталбатиме. Огромный плюс здесь. Welcome to India. Здесь так все размеренно, спокойно, никто никуда не торопится. Все наслаждаются жизнью. Самое время взять свою вторую половинку и пройтись по берегу моря и признаться во всех своих грехах. Поедем поужинаем, наверное. Я выбираю первое слово, это поужинать. Очень вкусные супы. Это просто божественно. С бекона, а внутри креветки. То, что мы заказывали, картошку фри, это мой коктейль. Катя очень изумительно готовит жареные креветки. Заказали мы еще такой вот десерт. 2 мороженого шоколадных. Так, принесли нам чек. Это получается $10. Привет всем. Привет, друзья. Один вопрос. Скажи, как по-индийски твое имя правильно? Ашик. Ашик. Вот это все натуральные камни. Мы сами гранка делаем, сами. Любой формы можно делать через заказ. Специальный, какой вес, какой гранка, какой камень. Это $700. Вот это да? камень. Это полудрагоценные камни, это лимоны, это желтые. Индия бывает вот сафир, алмаз. Самый лучший полудрагоценный камень это индийский, это гранат. Когда светлый, она дешевле. Когда темный, это дороже. Вот это стоит $400. Это здесь крошка бриллиант, камень целый. $3000 кольца стоит. Это вот аметист, да? Аметист, здесь желтый топаз. И сколько вот такой примерно будет стоить? Она полудрагоценный камень, она будет примерно $150. Подвеска получается, это $270 я продаю. Ну, это как? Аквамарин. Семейный изумруд называется. Берл это аквамарин. Самый очень дорогой сафир это кашмиран. Самый первый номер. 1 карат стоит это $50-60. Это 5 карат получается грамм. 1 грамм. Ну, значит 0,20 грамма, да. Розовый сафир, дорогие, маленькие, дороже. Покажи, которые твои самые любимые, которые самые и продаваемые. А как он это называется? Это лабрадор, это один камень. Один камень. Нужно его повстречать и подумать, что это просто стекляшка. Лазурит. Лазурит. Это тоже полудрагоценный камень. Это вот здесь я продаю, вот это здесь $250 кольца. Проезд через границу, таможню. Вопросов нету, или ты выписываешь какой-то чек? Когда драгоценные камни, конечно, надо буквально сертификат, она будет... Я вижу блеск в твоих глазах. Вот это смотрите. Вот такое кольцо будет, вам обойдется 350. Здесь это сапфир. Это сапфир, хороший, качественный, и алмаз, там бриллиант. 7 бриллиантов. 7 вот. бриллиант и 585 проба. Что-то не нравится мне твой взгляд. Пойду домой.
Я просто знал, что просто так вот не получится снять видео, да? Камнями начал заниматься твой отец, да? Это отец уже примерно больше, чем 45 лет. Я сам 18 лет работал. Сами покупаем только камни целые, без огранка. Сами огранка делаем специально, как мы нужен, как надо. А если, 7 бриллиантов. а если девушка носит бриллиант, то что ты говорил, то она будет счастливой? Всегда. Асиф. Вова. Асиф, а по-русски? Чуть-чуть. А у нас не такая. У нас бывает чистое золото, это 22 так. Потому что у нас чистое золото носят. А если без металла, чистое золото оставил, камушек 100% будет выпить. 60% будет золото, 60 или 50% золота будет, а 40% будет металла какая. Всегда надо покупать камушек больше, чем 3 карата. А если сафир, рубин, изумруд, бриллиант, больше 1 карат, не меньше, а потом стоят они. А у нас бриллиант дешевый, почему? Потому что здесь без сертификата бриллианты продавать. Интересная информация. Ювелирная работа вообще очень хорошая. Ну надо. Если я не понимаю камушек, а почему? Это как мусор продавать. Вот это сейчас он работает не тяжелая, простенько. Но когда бывает эксклюзивные работы, там каждую минуту, и если он долго будет сидеть, больше чем 4 часа будет сидеть, точно его глаза будут болеть. Для чего эти вот бутылки с водой стоят? Это для того, чтобы не болели глаза. Вот этот вот самый молодой. В том году была свадьба, и здесь они живут с женой. Саня, какая зарплата? Ну, примерно. Они расплата его 20 тысяч рупий, это в долларах где-то 250 долларов. Правильно. Есть такой город, называется Бангал. Самый супермастер это там бывает. Все учат только там. Учатся только в Банголе. 5 лет минимально надо, пусть минимально надо первый учить. И получается 3 месяца на каникулы ездил домой. Домой. Потом такой степени, что получается даже не видно место спальни. Мерить размер, пока мерить размер, потом его полировать будем делать. 3 брата, мы вместе, одну семья. Раньше папа работал, сейчас мы 3 брата занимаем. Мы 3 брата все платим. Сколько надо времени, чтобы изготовить такое кольцо? 2 дня надо. 2 дня на одно кольцо. И рабочий день вот у них конкретно. Они работать будут днем, они отдыхать будут. Что это за машина? Это металл. Когда вот там горит лом, будет туда золото. Потом вот эти формы заливаются, наверное, да? Это вот туда. Я скажу, выражусь прямо, в случае там воровства, кражи или что-нибудь там были рабочие к доступу алмазов, бриллиантов, драгоценных камней и золота они не имеют. Как семья здесь работает. Никто мерить не будет, энергетики никакой. Рождение кольца. Да, рождение кольца. Да, можно сказать, будет твоя фамильная драгоценность. А где вы берете алмазы? Непосредственно у вас же, вы же их не добываете? Индия добывает. Ну, иногда у меня там 10 тысяч долларов получается. Иногда 0, вообще ничего. Самое все плохо. Короче, непростая работа. Головника тоже хватает. Деньги это как... О боже мой, это что такое? Это вот такой сарайчик, он полностью золотой. На полу они собирают 200 до 200 грамм. И 200 этих грамм остается это все рабочим. 8 человек делим, получается по 1000 долларов, получается дополнительно на каждого человека. Потом еще через ток в этой вот кислоте, да, или что это? В темноте бриллиант играет или не играет. Да, я дека упор катать. Ты меня домой завезешь? Ну, вряд ли. Уже теперь нет. Как? Они любят алкоголь. Алкоголь? Рыба, алкоголь. А не бывает такого, вот ты приехал, а они уже выпившие? Если они слышишь, ему говядину нельзя. А им говядину нельзя? Нельзя. Нельзя, конечно, это же корова. Так, капуста начищенная, вижу, баллон. Все, Все, бай-бай. пока, до свидания. Ну, а мы с вами едем в Мархауш. Ой, как тебе идет, вот так вот и езжай. Меня не продуют? В город обязательно шлем нужен водителю. Пассажиру не обязательно шлем. Да, такая вот информация, ребята. Могу сказать, если у кого-то нету прав или что-нибудь. Главное не волноваться, не нервничать, спокойно. Не зря говорят пословица, на море и шапка горит. Стоимость парковки 20 рублей.
Здесь город расположен так, что автобусы в любом... Половина индусов, они неграмотные. За ним одноэтажный рынок. 2-3 минуты, и вы у Канди-маркета. Во-первых, самое главное, это если вы даже заходите на любой рынок, видите разницу. 1000 рупий и 100 рупий. Еще такая информация. Если вы хотите поменять валюту, и любую валюту, любую, самый лучший обменник на рынке. Все вам рассказать, чтобы ничего не упустить. И отдает нам по 250 ту цену, которую я ему назначил. Так, ребята, вот специи. 450. Это дорого. Да. Это дорого. И сколько тебе прайс, друг? Цена этому 200 рупий. Имейте в виду, что в 2 раза можно скидывать цены. Денежки снимаем в ICC банке. Как-нибудь. Давай потихонечку. Зая, со мной. Движуха жесткая. Достаем. И, ребятки, мы с бабосиками. Я просто хочу сесть и покушать. И хочу вот этот. Катя, сейчас точит, вкусно скажи. Она уже сказала, будем в Маргау в следующий раз, обязательно в это кафе. Так что рекомендуем. Они стоят 160, по-моему, 8 долларов. Холодильники, в общем. Все разрисованы, ну все. На доллары 420 долларов. Курочку, грибы Да. сейчас бы запечь мне. Вот такие вот интересные машинки, да? 280 долларов. Расположено дополнительное место, вот здесь немного на людей. Ну и встретимся в следующем видео. Все, пока-пока. Сейчас находимся на рыбном рынке, большом рыбном И рынке. как вы слышите, не слышно? Не слышно? Ой, какой здесь аромат! Конечно, условия для хранения рыбы оставляют желать лучшего. How much? 700. 200 рупий, это тунец, ребята, это тунец. How much? 200 рупий, вот такие креветки. И кальмары маленькие. Кальмар, how much? 200. Это красный окунь, я так понимаю. А вот это, наверное, сумики, которые я ловил на реке. И смотрите, еще живые крабы. How much? One. Может, суп их варят? Сложно сказать. Такие вот червячки какие-то. Очень-очень-очень грязный. Вот такая вот рыба. Название не знаем. Какие-то ракушки продают. 100 рупий, вот эта кучка. Это получается, такой рыбы я еще не видел. А вот здесь происходит чистка рыбы, которую вы купили, получается. Случилось у нас несчастье. Катя при съемке подошла слишком близко. Не, ну понятно, я же и сказал, это не туристическое место. Сюда... All 400. 110 piece. 110 rupees. One. Так, вот такая рыбка тоже есть. No money. Но если поторговаться, вы можете вдвойне еще и даже и сбросить. Мы купили вот такие креветки. Да, они небольшие, но и цена, вы представляете, за $1 это... Едем домой готовить креветки, а то голодные, устали. Все, пока-пока, до следующих видео. Традиционная индийская свадьба длится 3 дня. Первый день жених и невеста проводят со своими семьями. На второй проходит церемония мехенди, во время которой руки и ступни невесты и ее подруг украшаются затейливыми орнаментами из хны. Все это сопровождается танцами, пением и вкусным ужином. На 3-й день назначается церемония, которую принято проводить в храме или в роскошном отеле. Из-за жаркого климата ее начинают рано утром или ближе к закату. Для молодоженов устанавливается специальная сцена с навесом, которую украшают тканью или гирляндами из живых цветов. Друзья, доехали мы от паромной переправы до аквапарка. Вот такой аквапарк. В выходные дни получается 600 рупий и 400, по-моему, дети. Сейчас я пройду, покажу вам. Смотрите, это мы зашли, это вот такая дискотека под дождем. Я бы тоже бы так потусила. О, все-таки
Все-таки мы уговорили спуститься. Так, вот такая вот река. Здесь тоже на кругах. Все тоже здорово поиграть. Если компанией приехать. Да, чисто. Не, вода чистая. Так, волны, получается, у них идут ежедневно, только в 3 часа. Катамараны, да. На катамаран садишься и хотят какого-то разнообразия. Некоторые даже жалеют. Нет байка, а у нас есть байк, и мы можем все. Ну, цены адекватные. Неадекватные, они какие-то дешевые, даже подозрительно дешевые. Парни натанцевались и решили сейчас покататься на горках. От вас, ребята, лайк, колокольчик и подписка. Ну и до новых встреч. Привет, 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 друзья. Решили проехать, обследовать В храм. красное, розовое, лотосы. Похоже, как у нас картошка растет, но это не картошка. Честно говоря, мы сами не знаем, как он называется. Вот, видите, вход в храм. Носят брахманов маленьких. Не знаю, вот такая вот большая площадка, ребята. Я не знаю, для чего. Как у нас бы вроде назвали такая часовенка. А ведь он ни в одну экскурсионную программу не входит. Видишь, Я плывет? думаю, что здесь не черепаха, может, какой крокодил. Они вроде когда сырые, они хрупкие, я их ломал. Но когда они высыхают, они превращаются в камень. Нам, ребята, очень понравился. Тоже выходим. Сейчас будем двигаться дальше. Необжитая часть Индии. Черт, я в шоке. Просто в шоке. Плывет вообще хер знает куда. Попали в такой просак. Будем наслаждаться природой. Единственный, кто говорит по-английски. Оставляю тебя здесь. Немножко страшно тебе было, да? Выползают крокодилы. К дальнему путешествию и так очень далеко углубились. А вот смотрите, еще мост. Тут раньше видно мост был, но он разрушен. Чудо, буйволы по шею в болоте. Он у нас уже пукает. Здесь также жгут траву или это красная у них земля. Привет, друзья! А мы сегодня с вами приехали в Колву пополнить запасы продуктов. Так, курица 400 грамм, почти полкилограмма, обошлась 150 рублей. Смотрите, какой ананас выбрал вообще. Красавца. 71 штука. Расскажи, что ты взяла? Взяла себе кокосовое масло 100 мл, 36 рупий. Взяла себе скрабик, а сюда еще 85 рупий. How much 1 километр? $1. О, Облава копов. Там человек 6 полицейских стоят, трясут байкеров. Они категории не смотрят, а смотрят только фотографию сверяют. Аренда байка тоже разная. 400, даже встречали и 500, и 600 предлагали, но мы взяли за 300. Нету у них примерочных. Здесь, получается, ты покупаешь. Лучше нету, чем в жару шопиться. Это просто черный чай, без добавок. 500 грамм 400 рублей. 190, да. Может 170? Минимум всегда такой, там написано 300. Вот это минимум такой. да, кстати, написано 300. Скажи, Переданово что ты- сейчас будем в Колву заезжать, и я шлем Скажи, буду что снимать. ты злишься? Ну, хожу в шлеме, он меня снимает. В шоке. Вот идем к нашим друзьям. Как дела? Привет. Тогда красный понюхай. Мы покупали, брали шафран и Как раз, красный. может, и не пахнет. Короче, спорим, кто угадает. С того бутылка. А вот так вот мы разбиваем кокос. Это что тебе дали, топор? Да. Ты, кстати, это делаешь в первый раз? Да. Только, пожалуйста, не по рукам. Вот, дырочку сделали. Смотрите. Ну что? Вкусно. Ребятки, натуральный кокос. Сами добыли. Сами. И они растут. Посмотрите. Вот на тех деревьях. И здесь огромная куча. Ну, пойдем пить кокос.
Привет, друзья! А сегодняшнее наше утро мы начинаем с такой вот кафешки. Вот принесли нам завтрак. Мне с луком я попросил, Катя без лука. Ну попробуй, сейчас Катя будет пробовать. Вкусно. Вкусно. Перца вообще нет, даже соли нету. Да? Принесли нам еще чаек. Ну так довольно, как бы и приличненько, чашки чистые, но и булочки не резиновые. Я вам хочу сказать, что мы кушали в отеле, в таком дорогущем отеле на берегу моря. И там кружки были. Это кошмар. Нам махает вот одна, вторая ушла куда-то. Вот такая вот кухня, на ней готовят. Здесь грязная посуда, здесь моют. Так, и цена получается 230 рупий. По приемлемым ценам. Так что милости просим в Индии. Выйдя с кафешки, рядышком ребята в Биталбатиме продают фрукты. Но их продают с утра. 50 рупий. Такой вот фреш. А вот, кстати, девочка ананас. Вот эта девочка, а вот это вот Продолговатый мальчик. 50 рупий получается. Вот эта связка бананов. Чуть больше $5, одним словом. Вот, приветливо махает. Так, ну а мы двигаемся дальше. Привет всем! А сейчас мы с вами находимся в магазине. Кадар маркет. Мегамаркет. И мы пробежимся так быстренько по ценам. Что же здесь есть? Магазин находится между Колвой и Биталбатимом. Сейчас я выйду. Поближе к Колве. Он, кстати, очень большой. Здесь, в принципе, все есть. Мы периодически сюда приезжаем. Так, и начинаем с вами хлебобулочные изделия. Вот такие вот булочки. 45 рупий, 200 грамм здесь. Вот такой вот хлебушек есть. А хлебушек этот 60 рупий. 80 центов. Всего-всего. Но сейчас вам покажу подсолнечное масло. Вот такое вот мы брали. Подсолнечное масло 185 рупий. Это 1 литр. 185 рупий. Так, это получается где-то $2.20. Так, пойдем дальше. А эти что-то не показала. Майки. А, здесь также есть нижнее белье, здесь есть маечки. Нижнее белье, например, вот такие вот мальчика стоят здесь 309 рупий. И новый день у нас начинается. С поездки в Маргао. Да, и еще у нас вчера был дождь. Маргао, вот наш автобус, кстати. Кстати, на автобусах стоит расписание. Да, ребята, кстати, такая информация. Здесь так остановки есть, но вы можете по требованию стать в любом месте, даже на перекрестке, и выйти. Ну, какой интересный вкус. Это я могу заблудиться. Просто я иду, и курю. как у нас, Беломор знаете, канал. вот эти вот 3 цены, везде посуда, везде всякая домашняя Светофор. Вот на это вот и иди, потому что здесь будет все. Только не упадите, пожалуйста, а то вы вдвоем все тут разляжетесь. Ладно, я упал. Нет, вот это лучше. Где? Вот это, да? Ну, я не знаю, она поменьше. Да. И она вообще не стирается. Она просто не стирается. Так а как ты губы смывать будешь? Я вообще не понимаю. Что я буду смывать? Ну, губы их Спать смывать. буду днем. Я в шоке. Я просто в шоке. Вот смотрите, к примеру, шафран-чай здесь 1200 килограмм. Нам продают его в Колве 3000 килограмм. Продают чай, к примеру, простой чай за 500 рупий. Местным за килограмм. Местным продают 200 рупий за килограмм. Мы От поехали. вас лайк, колокольчик и подписка. Пока-пока. Пока. И остановились возле бананов. И мне мой муж говорит: Давай сорву бананов. Она отказалась. а вот так вот развозят булочки. А, слышите? Приехали кому-то в дом. Там страус. Там страус. А ты знаешь, что они гоняются за людьми? Боже мой, нападение страуса.
Зая, Зая, уезжай! Зая, не уехай! Большой дом. Может быть, там И большая какой-то праздник. Семья. Нет, наверное, скорее всего, семья. Очень яркий лимонный цвет. Катя нас привезла. Стоит четырехэтажное здание, и рядышком вот тоже строят такое вот здание. Вот так вот происходит стройка. Передавай привет нашим друзьям. Передаю нашим привет подписчикам. подписчикам. Привет, друзья. Привет, привет. Ну, а сегодня у нас печалька. Едем мы прощаться с Морюшком, отдавать свой байк, так как мы улетаем домой. Время пришло. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Все? Все, попрощались мы со слезами с нашим байком. И покажи его еще раз. Этот конь не раз нас выручал. Покатались на нем по всему южному Гоа. Идем на пляж купаться. Ты и только будем не плакать. расстраивайся, не Хорошо? плачь, не плачь. Я себе новый куплю. Пойдем на пляж. Пойдем. Ну вот наш шейк, которому мы, можно сказать, почти никогда не изменяли. Не, искупаемся. У нас есть пару часов искупнуться, дойти до дома и начать сборы. Да, Индия, конечно, нам очень понравилась. Ну, по крайней мере, мне. А тебе? Мне понравилась Гоа. А сама Индия? Ну, тяжело просто тебе было. Мне тяжело было, как это говорят, реабилитироваться, да, или как? Ну, я очень сильно привыкала. Где-то 2 недели, это как минимум меня заняло. Когда нужно была акклиматизация, лежать где-нибудь на пляже, мы в это время, бороздили просторы Индии, как говорится. Снимали мы даже ван с температурой, с очень большой. Да, было такое. Потом Катя в пещере Лоры ездила одна на съемки. Если вы видели, я там не участвовал. Индия тоже потрепала нас. Очень круто. Мы сюда обязательно еще вернемся. Бросать монетку по традиции, чтобы вернуться обязательно сюда. Мы бросаем в те страны, которые нам понравились. 5 индийских рупий. Смотрите, какая она толстенькая такая. Интересные такие монетки. Так, камеру настроил. Мотор. Да. Поехали. Съемка. Роза, хай. Хай и бай-бай. Мы... Да. Fly. Хорошая дорога. Ну, спасибо. Так, ну что, и будем доставать чемоданы, будем слаживаться. Я на дух и сложусь. Достал Ну да. чемоданы и сложу быстро все. Хорошо, моя королева? Не хочешь уезжать? Какие могут быть слова? Но хорошее всегда быстро заканчивается. Всегда. Его называем Джигурда. Фернандес, хай. Hai. Bye bye, betul bati, bye bye. На непонятном тебе языке, конечно, страшно становится. Учи английский. Детка. Расскажи на самом деле людям все как было. Ноутбуки, батарейки, по 2 раза на сканер. Ну, это не только у меня тут. Я считаю, что покушать здесь можно. Да. Угу. Что отсюда можно везти, да? Некоторые спрашивают. Толкучки, спокойно, все садятся. Кормят очень хорошо в Air India. Чина из машины тебе? Нет, из трактора. Друзья. Это вам не Гоа. Да. Заняло у нас час. У кого шмонали, кого нет. Смотрите, ребята. Такую бить можно. И мы решили взять вот такую машинку. Катя решила отдохнуть. Катя уже выбирает фильмы. Друзья, у нас возникли проблемы. Идем на запасной аэродром. Приземлились в Бухаре. Пока сидим в самолете. Минск. Москва! Минск. Москва была! Идемте, Москва! Задержали в Бухаре. Чем нас кормят на узбекских авиалиниях?